Привет, ребятки, мы сейчас боремся до сих пор за 44 тысячи, которые воровали нас. Ну, считай, наше государство, юристы наши воровали, ребята. Мы боролись 7 лет, я получила эти деньги за то, что мне плохо оперировали. И я лежала при смерти. У меня есть такие видео несколько, где из больницы я была в коме, я умирала, и мне даже глаза говорили в больнице. Я 4 месяца пролежала в больнице, 11 операций. Мы боролись за деньги, что врач сделал ошибку. 6 лет, в прошлом году мы получили деньги. Я еще выпускала видео, наконец-то мы все-таки получили деньги. Такая была радость, 44 тысячи. Что вы думаете? Для того, чтобы бороться, нужно был юрист. Наша страховка отказалась так долго платить, быть моим защитником. Нам пришлось приватно взять. У нас собрались долги. Это невозможно заплатить, если 6 лет борешься. Невозможно. У меня собрались долги на 12 тысяч. И мне надо было их выплачивать. Эти долги я не могла покрыть, так как я в тот момент уже была очень больна. Как бы я работала? Что вы думаете? Я еще не рассказывала. Это сама бомба. Это просто бомба. Что творится? Фирма, которая вытягивает деньги с людей, я не знаю, как по-русски называется, знаете, вот черный риэлтор или как это называется, у нас тоже похоже есть, но это как бы официальная фирма. Они мне сказали, вы нам должны 12 тысяч, мы потом эти 12 тысяч у вас снимем, типа такого они сказали. Ну, они так ничего конкретно не сказали. Знаете, что они сделали? Год ждем. После того, как уже мы выиграли процесс. Для нас работал юрист. И они этого юриста оплачивали. Вот, инкасс у нас называется. Что вы думаете? Через год мы сегодня писали, где деньги, где деньги, где деньги, 44 тысячи. С 12 тысяч они сделали 44, сказали, даже 20 центов нам ты не получишь. Зачем я тогда подавала? Зачем я тогда боролась за эти деньги? Объясните мне. Вот вся система наша. За что? Я могу сейчас любить Германию. За что? В то же время они бездельникам все оплачивают за наши еще деньги. Еще с нас снимают. С нашей пенсии последняя. А инвалидов обдирают и просто обламывают. Я не знаю, мы только надеялись на это, что на эти деньги. Значит, мы написали, что по закону такого не может быть. Если борьба идет за деньги по инвалидности, что сделали большую ошибку врачи, то они обязаны нам дать сумму минус только та сумма, которая иногда же полностью сумму дают. Мы не можем опять сейчас брать юристов. Не можем, потому что нечем будет платить. Это сумасшедшие деньги. Если подумайте сами, за год они взяли 44 тысячи. Мы написали им, что вы не имеете права взять 44 тысячи, потому что это иск был на, можно сказать, Entschädigung Arztfehler. Это значит врачебная ошибка. Так нет такого, что вы обязаны полностью все снять. Что вы думаете? Они сказали, хорошо, передавайте в суд такой-то, Ландсгерихт. Мы подали на Ландсгерихт, ждем опять год, и нам ни одного ответа, ни привета. А потом сейчас мы будем дальше подавать еще выше станция. И ты думаете, что-то получишь, чтобы до смерти, до гроба, чтобы на гроб хватило. Надо будет бороться. Мне плакать хочется, мне сил нет. Иногда нет сил, ребята, честно, нет сил на все это, смотреть, что происходит в Германии. Я очень позитивный человек, но то, что сейчас происходит в Германии, это полный трешня. Понимаете? Полный трешня. Ребята, сейчас вам покажу. И вы послушайте, что говорит моя подруга. Она украинка. Работает махером уже 19 лет. Ездит 1,5 часа на работу и 1,5 назад. Вот я понимаю. Вот этот молодец человек. Таких украинцев у нас очень много. Наш друг тоже, Рома. У него своя фирма. И они все критически относятся к таким бездельникам. И то, что им приходится страдать и меньше иметь в кошельке из-за всего, что творит наша политика. И как пользуются украинские беженцы, которые приехали в 2022 году. Мы не говорим те, которые раньше были. Как пользуются нашей реальностью. Это человек, который, с первого дня, не с первого дня, может быть, после 5 месяцев пошла работать. Маленький ребенок, она молодая еще, молода для меня, 38 лет. Говорит на WhatsApp мне. Да, привет, Эрика, доброе утро. Абсолютно с тобой согласна. Германия, я тоже считаю, такая страна, которая помогает всем, кроме своим как гражданам. Да, посмотри вообще действительно, какое здесь все отсталое. Господи, все грязное, ничего не строится. Это просто вообще транспорт не налажен, короче. Только не забывают за проездные снимать, и за налоги, и за тому подобное. Знаешь, что-то не быстренько. Или если ты кому-то что-то где-то должен, да, тебя из-под земли здесь достанут. Да, вот так, короче, уже, конечно, это... Ты еще раньше, конечно, здесь живешь, я тоже уже 20 лет живу, но даже 20 лет назад было намного лучше положение, да, чем сейчас, и... Ну да, видишь,
Понапринимали куда-сюда, кого ни попадя, и вот имеем то, что имеем. А, да, страдать кто будет? Ты, да я, да мы с тобой, кто еще? Вот. Я тоже, Эрика, тебя люблю и тоже с тобой комфортно себя чувствую всегда. Знаешь, жалко, что вот так как-то то времени нету, то одно, то другое. Я еще говорю, переехала в этот Кёпеник, здесь транспортом вообще полная жопа, знаешь. Если бы я, конечно, знала, я бы 1000 раз подумала. Мне как квартирка нравится, знаешь, все нормально, новострой, все хорошо, но транспорт — это просто жопа, короче. Почему вот тоже говорю, ездит один гребаный трамвай возле меня каждые 20 минут. Ну, пустите бусы, ну, пустите еще какие-то трамваи, да, люди мучаются, не доехать никуда. Сейчас еще у них это Бауштеле, короче, это ужас просто какой-то. Плююсь каждый раз, знаешь, когда еду. Вот, и долго мне теперь до Осткройца добираться до работы, почти что час мне нужен, знаешь, и я получила, Эрика, такую бумагу, с которой, как Ауснамагенемигунг, с которой я могу открыть свой салон вместо мастер-брифа, да, получается. И, ну, это то же самое, по сути, что мастер-бриф, так как я очень много лет салон-ляйтерин была, и туда-сюда, там, кое-что доделала, короче, и вот имею теперь такую бумагу, тоже я год ее ждала, короче. Вот, и открыть свой салон, сама понимаешь, тоже не так просто, знаешь, и, во-первых, и деньги нужны, и конкуренция, и, короче, все это не так просто, знаешь, и не так их много продается. А то, что продается, то очень дорого. Ну, короче, в общем, думаю, не знаю, короче, что делать. Да, ладно, поживем, увидим. Настоящая украинка. Поэтому я не говорю, не обобщаю всех. Я говорю только о тех украинцев, которые так ведут, как эти, что считают Бог земли здесь. А мы должны пахать, пахать и пахать. Муж не может сейчас на работу найти. Наши политики говорят, старики должны работать, старики должны работать. Так, мой муж сейчас работу. Он никак не может найти. Работает иногда, когда возможно. Знаете, что только что приехали с моим мужем из Испании, где были 1,5 месяца. Нам там друзья организовали квартиру. Сейчас мы захотели, я очень много работала. Мне закрывали канал, из-за этого плохо идет после того, как закрыли. И я все делаю, пашу день и ночь. И канал, тем не менее, блокируют. Короче, я давно не была в Берлине, в центре города. Я уже буквально вот спустилась с S-бана, это называется у нас электричка. Мы увидели уже минимум 10-15 человек. Сидели украинские беженцы, мы хотели сесть. Они даже сумки не убирают свои огромные. Электрички поставили сумки, расставили свои огромные рюкзаки и не дают сесть. Я потом им говорю по-немецки, я не стала по-русски говорить. Я говорю, убери, дай сесть, видят люди, не молодые, мой муж вообще. Я говорю, так, уступайте. Ну так, знаете, только выходим, везде. Везде я была, я шокирована была. В Испании вот я была сейчас. Что значит, там мне дают такую помощь? Ребят, вот сейчас осознала, я давно не выходила в центр города, западную часть Берлина. Сейчас зоопарк. Вы посмотрите, сколько в зоопарке. Зоопарк стоит, у меня 70% инвалидности, для нас вдвоем стоит 40 евро, где 38-39 дешевле. А так стоило бы чуть не 70. Что вы думаете? Это, кажется, себе позволить не может. Но это немножко отдушина после работы, и все такое долго сидишь дома, снимаешь, монтируешь, находишь информацию. Последний раз, когда были, это уже было 1,5 года назад. Но одни украинцы. Одни украинцы. Это просто... Я была в шоке. Ну, конечно, немцы тоже попадают. Сейчас тем более, знаете, что у нас сейчас каникулы. Уже вышла из электрички. Уже столько было. Причем ведут себя как дома. Вот прям как дома. Ну, я просто в шоке, честно, ребята. Вот я приезжала сейчас в Испанию, я всегда вот старалась доброжелательно с испанцами. Как могу, по-испански пару слов говорю. Хотя я испанский не знаю, ну пару слов знаю, там, como está, и ту, и там разные такие, ну, примитивно. Вот, buenos días, buenas noches, buenas tardes, uno, dos, tres, вот такие. Но английский я вообще хорошо знаю, немецкий. Сколько можно? И то. Они думают, что все здесь действительно, вот, ну я не понимаю, там все подстраиваются, у нас нет. А зачем? Дорога впрямику. Как я могу любить? Вот как могу любить? Нет, ребята, у меня друзья. У меня все внутри прям уже, потому что как это так дошло до такого в Германии? Как мы жили? Мы нормально все жили. Сейчас живем просто какие-то, как будто мы здесь в гостях. Это как так такое? Мы не можем себе позволить пойти в зоопарк и все такое. Они, пожалуйста, везде болтаются, в ресторанах, туда-сюда. Я в шоке, ребята, в шоке. А вы знаете, мы даже не могли бы поехать сейчас в отпуск, несмотря на то, что я работала, как действительно, как раба я работала с моим каналом. Хотя я люблю свой канал очень. Я с удовольствием, но все равно я работала ужасно много, перед тем, как мы поехали в Испанию.
И если бы нам только не дали квартира 1 месяц стоит 4500, как вы думаете, для туристов? Okay. И ясное дело, что я только из-за того, что мы поехали, потому что наши знакомые из Южной Америки нам эту квартиру смогли предоставить. А там иногда кое-что даже дешевле было, чем в Германии. Я сейчас приехала, вот я своими глазами видела. Знаете, когда много работаешь на YouTube, многие люди, они практически не выходят из дома. Чуть-чуть выходят, они не успевают ничего. Если ты хочешь делать хороший контент, и если ты хочешь делать видео, ну уж я работаю 11-й год на YouTube. Если ты хочешь, вот я последние 3,5 года работала очень много и работаю. И вот делала перерыв, то, что у меня сейчас закрыл канал на 2 недели, за правду, за то, что сказал наш баварский премьер-министр, что он хотел бы, чтобы закрывали пособие для беженцев. Да это говорит масса украинок тоже, которые живут здесь и работают, и все делают, и у них семьи, они все добиваются с 2014 года, когда приехали. Что вообще случилось вообще? Как могут потакать этому? Что нам не уступают место, мы должны их все время просить. Как это не видят старые люди? Да, убери свои сумки. Там была набита вся электричка. Я просто в шоке, что творится здесь в Германии. До чего это шло. Сейчас я вижу сравнение с Испанией. К сожалению, в Испании, видите, какие дорогие квартиры, мы не можем туда уехать. Я бы говорила, я хочу в Россию уехать, но я в Россию не смогу уехать. Я лишусь, мы лишимся при сегодняшней политике. Мы уже узнавали, мы ходили в Ботшафт, то есть в российское посольство, нам сказали, что мы можем лишиться наших пенсий. Представьте себя, а мне еще платят инвалидские, ну, по инвалидитету деньги. И как вы думаете, на чем мы будем жить в России? Да, мы хотели бы. Хотели бы. Пусть говорят некоторые, поедет в Россию, поедет. Да, поехала бы. Поехала бы. Или в крайнем случае поехала в Испанию, Грецию и так далее. Потому что там Европейский Союз, и нам самое главное это искать спокойствие в жизни, хороший климат. И нам нужно очень важно с мужем, если там, например, нам, по крайней мере, так как я больна, бесплатная медицина. То есть не сказать бесплатная медицина, но, по крайней мере, когда я была на Кипре, то мне надо очень много было платить, кроме когда была на Южном Кипре. Все надо было кэш платить, все надо было платить так. Я считаю, что вот такие спонтанные видео, они самые лучшие, потому что это действительно, что нам наболело у немцев и у людей, которые здесь действительно что-то делают. Интересно, я выставляла видео в Испании, да? У меня были прекрасные просмотры. Приехала сюда, с первого видео выставила, мне сразу заблокировали на 2 недели, и сразу просмотры на 90% вниз пошли. Вы представьте себе, в Испании все прекрасно было. Никто мне ничего не говорил, нельзя поставить что-то. Европейский Союз. Только приехала в Германию с первого дня. Ребята, вот часто, когда уезжают в другие страны, иногда бывают, падают просмотры. У меня там были такие же примерно просмотры, как и здесь, когда, перед тем, как я уезжала. Но самое интересное, приехала, я 1,5 месяца не была здесь, приехала, и мне сразу награда такая вот сюда. Орден мне повесили, бан прекрасный. Это 2-й бан. А 1-й даже не знаю за что. Причем бан за то, что действительно, вот я реально говорю, вот я сказала, о чем я рассказывала в моем видео. Вот вам и вся это. Одни стрессы. Ребятки, до новых встреч на моем канале. Заходите на мой канал, даже если вы не получаете информацию, что у меня выходят новые видео. Потому что я буду сейчас снимать намного чаще. Я сейчас в Германии, и я борец.